Всем привет! Сегодня будет обзор на новый альбом Code Orange, который называется Underneath. Релиз состоялся 13 марта на лейбле Roadrunner. Изначально я не планировала делать обзор этого альбома, но когда я послушала первые 4 трека, я поняла, что мне есть что сказать, и я обязана сделать обзор. Будь то металл, хардкор или безумное электронное дерьмо, говорит Морган, мы не думаем о том, какой жанровой аудитории нам нужно понравиться. У нас этого нет. Мы берем по кусочку от каждого и строим свой собственный мир. Это единственный шанс, который мы действительно получили и которым стараемся пользоваться. Тяжелая музыка должна быть захватывающей, и я думаю, что мы способны делать такую музыку. Let's take a good look at you. Интро, от которого реальные мурашки по коже. Я обожаю такой очень мрачный, ужасающий саунд. Когда я слушала это интро, мне казалось, что мы куда-то реально спускаемся в какую-то глубину все ниже и ниже, и пронзительные крики как будто говорят о том, что мы спустились до, мать его, преисподней. Прекрасное интро, которое создает определенное настроение, и мы врываемся во второй трек. Я уже высказывала свое мнение подробно в реакции, так что если вам интересно, вы можете посмотреть. Здесь я только дополню свои мысли и расскажу вам о некоторых отсылочках. В данном фрагменте сэмплы и строки с предыдущих песен. Only One Way Down происходит от сингла 2018 года Only One Way, в то время как Nowhere to Go и Nowhere to Run – это сэмплы, часто используемые группой. Фраза, часто используемая Code Orange, происходит от трека Thinners of the Heart из альбома 2015 года I Am King. Фраза используется в качестве метафоры для тех, кто смотрит за пределы того, что им навязывает общество, а также в качестве ласкового термина для поклонников группы. Эта строка ранее использовалась в Dream 2, заключительном треке с их предыдущего альбома Forever. Строка как бы указывает на то, что новый альбом является продолжением Forever. Мне кажется, музыку Code Orange можно либо обожать, либо ненавидеть, потому что это настоящее звуковое месилово. Влияние сладж-металла тут налицо. Огромное количество диссонанса и как будто бы постоянные замыкания. Кажется, что вы оказались в голове у сумасшедшего человека, хотя все в этой группе немного сумасшедшие в хорошем смысле этого слова. Интересную обработку вокала они выбрали, конечно. Когда я услышала Swallowing the Rabbit Hole, мне показалось, что вокал ужасно затюнен и дисторшены там выше крыши. Возможно, так оно и есть, но когда ты слушаешь альбом, то это перестает тебя напрягать, и кажется, что такая обработка идеально подходит для этой сумасшедшей записи. Тем более периодически появляющийся чистый вокал прекрасно разбавляет это мясо. Их музыка, как собственная лирика, это сплошное мракобесие, и иногда кажется, что лирика состоит просто из набора слов, поэтому я могу иногда ошибаться в посыле треков, потому что у всех восприятие по-разному, я могу подумать об одном, а вы можете о другом. Но скажу вам честно, это одна из тех групп, где не хочется особо вникать в лирику, тебе хочется просто слушать этот невероятный звук, инструментал, потому что фокус находится именно на нем. Мне хочется переслушивать песни, они затягивают, даже все равно о чем они. Но ради вас я постараюсь и попытаюсь что-то вытянуть. Конкретно в этой песне, как я поняла, говорится о том, что мы все живем в коробке, ограниченной страхом. В целом, охеренная песня, одна из любимых в альбоме. В этих строчках и заключается главный смысл песни. Сегодня многие действуют как беспилотники, просто поступая так, как им говорят, и подражая увиденному в конечном итоге, заглушая свою собственную личность. Это не чья-то вина, а их собственная. В наши дни люди редко думают о том, какую информацию им предоставляют. Легче взять заголовки новостей и информацию в социальных сетях от знаменитостей за чистую монету и принять их как Евангелие. В конце концов, это выгодно тем, кто сидит на вершине общества. Послушное, принимающее население легче эксплуатировать. Для того, чтобы этот цикл был нарушен, необходимо внести изменения в индивидуума. Это касается вас и только вас. В конце данных строк делается вывод, что смертью индивидуальности и критического мышления также убивается самоуважение и внутренний мир.
Смерть внутреннего мира может быть истолкована многими вещами. Паника, разочарование, ограниченность, гнев и так далее. Все вещи, которые ослабляют человека и облегчают манипулирование им. Опять же, очень злая и агрессивная песня, огромное количество всяких эффектов, глюков, звуков. Короче, полное безумие. Содержание песни, кажется, отсылает нас к истории Рикарда Лопеса, который был одержим певицей Бьорк. Одним из примеров в начале песни является сам Рикардо, который говорит: «Я хочу показать вам, кто я». В то время как песня использует историю Рикардо Лопеса в качестве примера для одержимого поклонника, послание связано с привычкой современного общества к идолопоклонничеству. Люди слишком часто проживают друг друга, зацикливаясь на знаменитостях и общественных деятелях, которых они никогда не встречали, как Лопес и его одержимость Бьорк. Эти строки суммируют состояние тех, кто доводит это до крайности. Доказательством этой отсылки также служит строчка Chromosome 2 XS and Y. Это синдром Клайнфельтера, который был у Рикарда. А строчка The Best of Me September 12 — это прямая отсылка на запись самоубийства Рикарда Лопеса. Слова The Best of Me написаны позади него, а отметка времени в углу гласит 12.09.1996. Если брать во внимание инструментал, то он прекрасно дополняет лирику, достаточно пугающий и мрачный. Вступление — это как будто бы какой-то саундтрек фильма ужасов, вот настолько это мрачно. В этом треке уже преобладает чистый вокал. В песне Cold Metal Place представлен холодный преступный мир, от которого происходит большая часть альбома. В ней поется о том, что Code Orange втянуты в чрезвычайно конкурентоспособную музыкальную индустрию, в то время, когда группы оказываются под давлением. Строка «Весь мир смеется, а ты даже не знаешь об этом» говорит о том, каково это – находиться под этим самым давлением. Чья-то точка зрения на то, что вы делаете, особенно в наше время, может быть совершенно другой, и это очень сильно на вас влияет. Я просто воспринимаю все вокруг происходящее как шум, будь то критика или осуждение, говорит Морган. Здесь я опять поймала жесткие флешбеки на песне After the Burial. В целом тоже достаточно интересная работа, ее хочется переслушивать. Вокалист и барабанщик Джейми Морган писал песню так. Easy Way – песня с наиболее электронным звучанием в альбоме. У нее есть этот мощный электронный импульс. Это не похоже на то, что мы делали раньше. Это совсем другой цвет на записи. Вокалистка и гитаристка Реба Мейерс добавила: «Мы экспериментировали с огромным количеством эффектов. Это новый уровень. Отличная платформа для современного звучания. Несмотря на все эксперименты со звучанием, альбом получился действительно тяжелым». Если честно, саунд в песне напомнил мне саундтреки Мика Гордона к игре Doom. Этот припев такой же, как тот, который появлялся в Only One Way сингле, который Code Orange выпустили в 2018 году. Вся песня, по сути, является более мелодичной переработкой своего более тяжелого предшественника. Отсылка на их одноименную песню. Теперь, когда она существует в контексте этого альбома, может показаться, что действие «спускаться» относится к спуску в кроличью нору, о котором говорится в Swallowing the Rabbit Hole. В более общем смысле группа использует идею спуститься в кроличью нору, чтобы сослаться на свои продолжающиеся музыкальные эксперименты. Этот альбом наполнен странными звуковыми эффектами, сэмплами и преднамеренными звуковыми глюками. Песня без прелюдий начинается с настоящего месилова, и вот уже после этого трека я немножечко устала и решила сделать перерыв. У Code Orange очень такое перегруженное в хорошем смысле этого слова звучание, они постоянно экспериментируют и что туда добавляют, и в какой-то момент ты понимаешь, что ты немножечко устал, и тебе хочется отдохнуть от этих всех глюков. Если честно, я не совсем поняла, о чем трек. У меня есть предположение, но чтобы не соврать, я, наверное, промолчу. И если вы поняли, то подскажите, пожалуйста, внизу в комментариях. Как мне показалось, это песня о современном поколении, которое не хочет видеть, слышать, которые как подопытные крысы. Для меня эта песня особо ничем не выделяется, поэтому зацикливаться на ней как-то не хочется, и погнали дальше.
Type O Negative – это одно из самых значительных музыкальных влияний Code Orange. К этой группе также присоединяются Pantera, Nine Inch Nails и Fear Factory. Во-первых, эта строчка – отсылка на песню Type O Negative Green Man. В этой песне Питер Стил называет себя зеленым человеком, что включает несколько смыслов. Близость к природе и его работа в отделе парка Нью-Йорк. Во-вторых, эта строка отсылка на трек Type O Negative Christian Woman. В частности, на известную строчку Jesus Christ Looks Like Me. В контексте песни, возможно, группа хочет сказать о том, что они хотят быть среди этого пантеона групп, которые повлияли на их творчество. Этот альбом действительно наполнен многогранным звучанием. Ты идешь из трека в трек и в какой-то момент ловишь себя на мысли, что ты немного устал. Вот конкретно на 12-м треке я уже такая, черт. Это, конечно, мощно, но мне нужен перерыв. Но это лично мои ощущения, а песня не менее мрачная, мощная и агрессивная, чем предыдущие. Как мне показалось, эта песня об быстротечности человеческой жизни. Эта песня уже менее перегружена эффектами, но и без них тоже не обходится. Она более легкая для восприятия, здесь больше преобладает чистый вокал. И это такой прекрасный перерыв для финального удара. На самом деле этот трек, мне кажется, больше для того, чтобы разбавить немножечко альбом. В Underneath речь идет о столкновении разных личностей внутри нас. У каждого есть голос, и, кажется, никому нет до него дела. За все ревью я никак не прокомментировала вокал девушки Рэбби Майерс. Она ведь хороша. Это первая песня с альбома, которую услышал мир. Она не взрывает тебя, как Swallowing the Rabbit Hole, но притягивает. Ее хочется слушать, и припев заедает. Прекрасное завершение альбома. Ну что ж, давайте сделаем какие-то выводы. Как мне кажется, Underneath можно будет добавить в топ лучших альбомов за 2020 год. Но это настоящая пушка, ребята. После прослушивания у меня возникла ассоциация, как будто бы я погуляла по психушке. Вот настолько взрывающая мозг запись. Безумно интересная работа, переполненная сумасшествием. Если вы устали от обыденного какого-то звучания и вам хочется чего-то новенького, новых ощущений, то вам определенно нужно послушать этот альбом. Брутально, мрачно, жирно, мощно, ужасающе. Сейчас огромное количество схожей музыки, но эти ребята действительно выделяются. Раньше я особо не интересовалась этими ребятами, но думаю, этот альбом послужит началом моей любви к Code Orange. Совмещать столько всего в одну композицию, чтобы при этом не получилась какая-то каша, это настоящий скилл, и ребята большие молодцы. Ну что ж, и на этом все. Напишите внизу в комментариях, что вы думаете по поводу этого альбома. Если вам понравилось это видео, то ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал и пока!